Привет, меня зовут Владислава, и это проект «Там, где живет душа», где я показываю атмосферные дома и знакомлю с их обитателями. В этом выпуске я буду в платье бренда моей сестры Хоху Боху, ссылку оставлю в описании. Итак, знакомлю вас с героиней выпуска – Яной, архитектором, художницей, дизайнером и специалистом по созданию атмосферы в домах. Сейчас Яна проводит консультации, детали оставлю под видео. К моему приходу Яна спекла киш с брокколи и угостила кофе с французских сервизных чашечек. За этой уютной трапезой в гостиной мы и поговорили о душевном доме Яны. Я всегда очень хотела обеденный стол, и мне нравится, что здесь есть место для этого. И стол, кстати, тоже хозяйский, он винтажный, советский, как и стульчики. Где-то, наверное, я думаю, стулья 50-х, нет, наверное, 60-х, 70-х. Очень красивый стулья, просто восторг. Для меня это прям кайф. Садиться именно, положить красивую тарелку еду, сесть за стол, поставить все красиво. Это ежедневная процедура, которая мне приносит удовольствие. Сменять экспозицию за обеденным столом, ставить разные цветы. У меня есть тоже вариативность, я там по вазам. И я каждый раз, когда иду реально каждый день, когда я иду мимо стола в своей квартире, я каждый раз смотрю на цветы, на свой стол, и меня по чуть-чуть это радует, и я прям чувствую каждый день удовольствие, такое небольшую радость от того, что вот у меня есть вот такая красота, эстетика. Яна живет на бульваре Лесі Українки, в квартире, которая в советское время принадлежала семейной паре ученых. Сейчас творческую атмосферу создает Яна, наполняя пространство рукодельным декором, книгами, растениями и ароматом выпечки. Практически вся мебель осталась в своем первозданном виде и считается трофейной, привезенной из Германии после войны. Стол, комод, вот этот стол. Почему стол? Потому что вообще это кухонная мебель. И здесь находится доска, я так понимаю, для нарезки. Вообще для своих мероприятий, которые я дома провожу, я сервирую именно вот этот комод, очень удобно. Я здесь располагаю все закуски, чаи, водичку, вино, все, что мы пьем, едим. Я расставляю здесь, это очень удобно. Очень крутая фурнитура здесь, вот такая. Вот та звезда, которая над столом, она тоже была таким же светильником, он стоял там на столе. Потом я решила в очередной раз что-то поменять. Это Икеа. В Украине, да? Да, там отдельно вот такая ножка продается, белая или черная, и вот это картонные такие звездочки. Мне привезли из Африки открытку, которую сделал ребенок африканский. Вау. Из банановых листьев. Фарфоровые руки. Одна из них немецкая, вот, а вторая советская, по-моему, так, да. Эти руки предназначены для того, чтобы на них надевать перчатки и ставить в витрине. То есть это витринные на самом деле, как манекены, да. Я их купила на барахолке на Петровке. Серьезно? Да, за какое-то там 100 гривен или что-то такое. У него был целый мешок этих рук. Яна всегда любила винтаж, вещи, которыми можно наслаждаться глубоко, мысленно перемещаясь во времени.
Последние 6 лет занимаюсь именно дизайном интерьеров, а в последнее время я начинаю там к своей деятельности присоединять еще что-нибудь интересное. Вот, например, мероприятие, которое я дома провожу. Мы рисуем. Мы рисуем с натуры. К нам приходит модель. Полуобнаженная, обнаженная, по-разному. И вот мы собираемся с художниками и делаем скетчинг. То есть это наброски. И каждые 2 недели, обычно по субботам или воскресеньям, мы собираемся у меня дома. И как раз вчера у нас здесь была наша рисовальная вечеринка. Я даже завела страницу месяц назад где-то, называется Drink and Draw Home Edition. Вот, и там я публикую все, что у нас происходит, рисунки девчонок и ребят. В основном у нас девочки, но мальчики тоже приходят. Это артефакты, которые были найдены в Киеве. Ух ты. Часть была найдена на Трухановом острове, что-то прям в центре города. Однажды Яна встретила парня, переезжавшего с Киева в Берлин с 2 чемоданами, в которых была вся его жизнь. Яна вдохновилась таким подходом и с тех пор решила сохранять лишь те вещи, которые приносят радость и ценность для нее самой. Дом для Яны – это сборник воспоминаний, где каждая вещь описывает ее как личность и творца. Call of your pity